Всем привет! Сегодня предлагаю прогуляться по самому топовому маршруту Москвы. Пройдем от Боровицкой башни до парка Зарядье, через Александровский сад, Манежную и Красную площади. Сегодня как никогда будет много исторических фотографий и историй. Расскажу про монастырь и кладбище на Манежной площади, про 3 мавзолея Ленину, старый английский двор и еще много чего интересного. Погнали! Боровицкая башня. Историки предполагают, что башню и, соответственно, ворота, в этой башне ворота просто вот за этим стеклянным зданием не видно, так называют из-за того, что здесь когда-то был холм, а на нем лес. А ворота уже стояли здесь, когда здесь была еще деревянная крепость. И эту башню построили в 1490 году. А звезду на шпиле установили в 1935. На фотографии 1898 года как раз изображен орел до того, как установили звезду. Вот за этими кустами идет улица Боровицкая, и за ней находится Нижний сад. Про этот сад я расскажу чуть-чуть попозже. А вот это уже оружейная башня. Ее построили в 1495 году. А современное название она получила уже в 19 веке. Александровский сад — это место притяжения всех туристов. По приезду в Москву, наверное, каждый стремится попасть сначала на Красную площадь, в Александровский сад, здесь погулять. Поэтому у нас сегодня чисто туристический маршрут. Много будет историй, фотографий исторических фактов. Поэтому даже это, скорее всего, будет в виде экскурсии у нас сегодня, прогулка. Впереди с правой стороны у меня сейчас появится памятник Александру Первому. Его открыли в 2014 году. Вот он уже с правой стороны. Александровский сад — это такой парк в центре Москвы. По факту не нужно выезжать никуда за пределы МКАД, да? Можно погулять, насладиться пением птиц. Вот памятник Александру Первому. Туристов еще мало, все спят. И вот за деревом максимально, сейчас постараюсь показать вам, это Комендантская башня. Она была построена в 1495 году. Именно вот с этой стороны ее высота составляет 41 метр. Вот здесь, наверное, она как раз таки проглядывается. О, пойдемте здесь, до следующей башни. Александровский сад, а правильно будут Александровские сады. Их 3: верхний, средний и нижний. И разбиты они были в 1823 году. Так вот, на месте Нижнего сада, это, который был за Боровицкой улицей, до 1707 года был Лебяжий пруд. И на нем выращивали лебедей к царскому столу. Сейчас, понятно, ни о каком пруде речи не идет. Его там просто нет. С левой стороны, видите, проглядывается здание. Там идет улица Манежная. И там стоит доходный дом, усадьба и казармы делового дворца. Это информационный центр продажи билетов. Вот с левой стороны здания стоит. И впереди у нас сейчас появится Троицкий мост. Березы растут, смотрите. Можно пройти по верхней дорожке, но там будет просто с правой стороны стена кремлевская, и все. Поэтому выбрал вот этот маршрут. Хотя без разницы на самом деле, где идти. Представьте, вот раньше она была, стены были не красные, а белые. Вот и появился Троицкий мост. Слева от него сейчас появится вид, откроется вид на башню. Называется она Кутафья башня.
Вот она появилась у нас. А справа это Троицкая башня. И по мосту, посмотрите, уже люди идут. Знаете, куда они идут? На экскурсию. Вот в той башне тоже билетные кассы. Можно купить билет, пойти по этому мосту через башню и попасть на территорию Кремля. Вот эту Троицкую башню построили в период 1495-1499 года. В 1516 году от Троицкой башни через реку Неглинную был построен вот этот каменный Троицкий мост. А уже Кутафью башню построили в 1516 году. В выходной день здесь столько народу. Очень много. Сложно купить билет. Придется, наверное, минимум часа 2 постоять, чтобы попасть на территорию Кремля. Еще раз вам вид на Троицкую башню. Троицкий мост. Кутафья башня. И пойдем сейчас насквозь через Александровский сад. Друзья, напишите, интересно ли вам будет экскурсия по Кремлю. Можно купить билет и пойти на территорию Кремля и там поснимать видео. Я уже там был неоднократно, поэтому если такое видео интересно, пишите. С левой стороны у нас уже открылся выставочный зал «Манеж». Его построили по приказу Александра I в 1817 году. Вот это белое здание с колоннами. А строили его по случаю 5-летия Победы в войне 1812 года. А в 1825 году, чтобы сохранить деревянные конструкции от грызунов, на чердак где-то на полметра засыпали махоркой. И благодаря этому все сохранилось. Ну, эту махорку уже выкурили во время Второй мировой войны. Здесь постоянно высаживают цветы. Всегда новые, всегда новая композиция. Вот сейчас тоже происходит высадка. И давайте еще раз с этой стороны вам на башню вид и на мост. И Манеж еще раз. Вот посмотрите с правой стороны, видите, как высажены цветы в разной цветовой гамме. Это по факту сколько сейчас? 8 утра, поэтому народу еще мало. Ну и будний день. Но вижу уже возле Вечного огня очень много народу. Видимо, ждут смену караула. Хотя она уже произошла, 8 часов времени, да. Чуть-чуть мы с вами не успели на смену караула. Давайте продолжим сейчас с фонтанов. И потом вернемся к гроту и Вечному огню. Только фонтан не работает почему-то. Вроде как везде уже запустили, а здесь фонтан не работает. Наверху на Манежке вижу, что работает, а здесь нет. Вот они, времена года в лице 4 лошадей. Вообще, когда он работает, то есть здесь вода льется, и вот с той стороны, как бы вверх, можно под ним пройти. И, кстати, вот открылся вид на Манежку.
центральный выставочный зал. Там тоже проходят выставки периодически. Красивые лошади. Там тоже идут фонтанчики. Пойдемте тоже посмотрим. Жалко, конечно, что фонтаны не работают. Они еще должны подсвечиваться ночью. Видите, фонари. И там они продолжаются. А давайте дойдем, раз уж я здесь. Потом вернемся. Герои сказок. Какой балкончик, с него вид как раз открывается. Царевна лягушка, Иван, там лебедь, Манежная площадь. Все, возвращаемся к гроту и пойдем дальше. Я думаю, каждый из вас здесь гулял. Я все-таки турист. Оптимист канал называется у меня. Поэтому нужно ходить и по туристическим местам. А это прям вот самое основное туристическое место в Москве. Сейчас дойдем еще до Красной площади, до Зарядья. О, смотрите, уточка спряталась. В траве сидит одна. Поливочная машина ездит. Людей уже поменьше стало. Смена караула произошла. Все разошлись. Так, и вот там грот у нас. Пойдемте. Пройдем потом вдоль городов. Города-герои там представлены. Города воинской славы. Так правильно будет. И как раз до Вечного огня дойдем. И по левую руку у нас открывается вот там грот. Этот грот был сооружен в 1821 году. И тоже своего рода это памятник о событиях 1812 года. При строительстве этого грота были использованы как бы обломки зданий, которые были разрушены французами. И вот этот грот же, он символизирует возрождение Москвы. А за гротом средняя арсенальная башня. Насколько я знаю, на этот грот можно было подниматься. Вот такой грот. Здесь же есть табличка, памятник садово-парковой архитектуры начала 19 века. Грот в Александровском саду. Ну да, наверное, туда сейчас не пройдешь. Видите, забор стоит, и там тоже. Хотел подняться на грот. Ладно, пойдемте дальше тогда. И вот здесь уже по правую руку города, герои, города воинской славы. И дальше Вечный огонь. Друзья, напишите, когда вы были в последний раз в Москве, в Кремле, на Красной площади. Видно, что их помыли, мокрые. И впереди Вечный огонь. Города тут Мурманск, Тула, Брестская крепость, Новороссийск, Керчь, Одесса. Я недавно снимал видео, был
в Солнечногорске, Клину. Это тоже вроде города-герои такие. Так, и я подхожу к Вечному огню. И за ним мемориал неизвестного солдата. Вот этот Вечный огонь был зажжен в 1967 году. Тогда же и открыли памятник. А вообще до этого здесь была такая своего рода прогулочная зона, стояли лавочки. Нашел фотографии, тоже посмотрите, как раньше это место выглядело до того, как поставили Вечный огонь. Зимой и летом парни стоят. А вот это уже угловая арсенальная башня. Да, войны это зло, однозначно. С левой стороны, вернее, прямо передо мной сейчас, это уже пошел торговый комплекс Охотный ряд. Через него можно попасть как раз таки в метро. А передо мной это уже парадные ворота и вход в Александровский сад. В моем случае это выход. Выход на Манежку, на Манежную площадь. Двуглавые орлы. Опа, а здесь все перекрыто почему-то. Что за дела? Я хотел прямо пройти, показать вам нулевой километр и зайти там через другие ворота. Ну, пойдем здесь, может быть, с той стороны смогу показать. Представьте, что вот на этой Манежной площади в 16 веке здесь стоял монастырь и кладбище было. А этот монастырь еще основал Иван Грозный. Правда, его закрыли в 1771 году из-за чумы. Ну, а здесь потом образовалась площадь, торговые ряды. А обнаружили здесь это все, когда строили Охотный ряд. Были найдены нательные кресты, могилы. Памятник маршалу Жукову. Это у нас гостиница. В той стороне улица Тверская. По части Тверской я уже гулял, вернее, по переулкам. Поэтому тоже на канале есть видео. Кто не смотрел, переходите, смотрите. Я не знаю, что выходить, но я хочу фото, что вот там. Это Государственный исторический музей. Его основали в 1872 году. А это здание, как бы для него построили специально в 1883 году. До него тут стояло здание главной аптеки. Так, надо вот с этой стороны попытаться снять. Оно потому что очень такое величественное. То в красном цвете. Под цвет Кремля. Кремлевских стен. Наверху двуглавый орел. Не попадает все в объектив. Так, там какие-то торговые ряды. Девчонки что-то там пляшут. Скорее всего, записывают какой-то видосик себе. Сейчас мы уйдем налево, попробую попасть. Все-таки там часовня есть. Нулевой километр. Здание музея реально очень такое большое, красивое. Вот вид вам на Тверскую, на Манежку. Но здесь людей уже побольше. Здесь можно попасть в мавзолей Ленина, купить билеты.
Туалет есть с правой стороны. Башни. И практически я уже на Красной площади. Куда девчонки делись? Они здесь прям танцевали, я снизу шел. Куда-то убежали. Наверное, самая большая площадь в России, однозначно. Больше уж точно нет. Даже в Питере площадь, наверное, меньше. О, здесь есть проход. Давайте еще раз вам вид на здание музея. Вот заморачивались, смотрите, как башенки делали. Парадный вход, конечно, должен быть красивым. Он реально очень красивый. Красная площадь, здание номер 1. О, а с этой стороны можно дойти. Сейчас тогда посмотрим там и вернемся назад сюда уже. Прям со всех сторон вам здание музея покажу. Вот она, арка. Кстати, вот это новое здание Монетного двора. Там во дворах, как бы показать-то не покажешь, наверное, да. В общем, во дворах там стоит старое здание Монетного двора. К Казанскому собору мы чуть-чуть сейчас попозже вернемся. Хочу пройти через вот эту арку, показать вам нулевой километр. Оказывается, можно зайти. Почему-то там с той стороны забора стояли, когда я шел. Ладно, видимо, разбирают их только. Вот на этом нулевом километре стоят, ну сейчас будут стоять, встают люди и кидают монетку. Ну, как бы это печально не звучало, но бабушки, старенькие дедушки монетки эти подбирают. Вот центр. Встаешь сюда, подкидываешь монетку. Такая традиция, наверное, уже стала. Все, вот он, я на нулевом километре. Это нулевой километр автомобильных дорог. А, вот тут даже написано, видите? Федеральный нулевой километр автодорог России. И рубль лежит. Иверская часовня, постройка где-то конца 17-го, начала 19 века. Ее снесли в 1929 году, а восстановили в 1995. И это Воскресенские ворота. Они тоже тут были еще с 1535 года. Их также сносили и восстановили в 1995. Вот так я должен был войти через эти ворота. Ребят, это Казанский собор. Изначально он был построен в 1630 году. А снесли его в 1936 и воссоздали уже в 90-х годах 20 века. Прямо у нас улица Никольская. По ней тоже можно погулять. Шикарная, красивая улица. Здание ГУМа. Тоже, наверное, самое-самое такое красивое здание Москвы. До 1921 года здесь находились верхние торговые ряды. Это своего рода такие, знаете, для тех лет, для тех времен, торговый центр, можно сказать. В 1888 году разобрали старое здание и начали строить вот это. И в 1923 году открылся ГУМ. Нашел фотографии 1887 года. Посмотрите, как выглядели тогда эти торговые ряды.
по правую руку, вернее уже даже перед нами, это мавзолей Ленина. После смерти Ленина в 1924 году построили первый временный деревянный Кремль. Потом был еще один деревянный тоже. И уже в 1930 году построили вот этот. Красная площадь – место притяжения всех туристов, горожан, блогеров, в общем всех. Фотосессии здесь все устраивают. Вот девчонки пляшут, снимают для соцсетей. Красная площадь, по факту, это место всегда было такое местом торговли. И до конца 17 века она так и называлась – площадь торга. После 17 века ее стали использовать для проведения военных церемоний, в общем, для парадов. С 1909 по 1930 год по Красной площади ездили трамваи. Друзья, кто бы мог подумать, что в центре столицы мы с вами увидим готику. Вот эта башня, ее возвели в 1491 году. В 1806 году она была перестроена и получила вот такой готический вид. Давайте сейчас перейду на ту сторону и продолжу там снимать. Хотя, может быть, я вот здесь смогу пройти. Посмотрим. Разбирают здесь, или наоборот собирают сцену для мероприятия День славянской письменности и культуры. То ли прошло, то ли будет. К сожалению, не скажу. Мы сейчас еще дойдем до памятника Минину и Пожарскому. Расскажу про него уже возле него, так сказать. Вот он, центральный вход. Один из входов. Здесь входов очень много. 1890-1893 год. Давайте еще вам вид позади меня. Ребят, это уже средние торговые ряды. Впереди памятник Минину и Пожарскому. Открыли его в феврале 1818 года. Раньше он стоял, кстати, в центре площади, а сюда его перенесли после смерти Ленина. Потому что как раз-таки Минин указывал на мавзолей. Передо мной остановитесь, подходите, моя группа. И храм Василия Блаженного. Возвели его в 1555 году.
по указу все того же Ивана Грозного в честь покорения Казанского царства. С правой стороны Спасская башня, главные куранты страны, Кремлевская звезда. Верхняя часть, вот, наверное, от середины, как раз от курантов, видите, тоже в готическом стиле. В 1937 году наверху поместили рубиновую звезду. И самые знаменитые часы-куранты, как я и сказал. О! Вот такая замечательная мелодия. Куранты пробили 9 раз. 9 часов утра. И мы продолжаем с вами гулять. Так, кто не поставил лайк, самое время. Кто не подписался, подписываемся на канал. Пишите ваши комментарии. Все комментарии читаю. Поделитесь этим видео со своими друзьями, знакомыми, близкими. Это помогает развитию канала. Также помогает ранжированию этого видео. Помогает YouTube определить, что видео интересное. Поэтому, друзья, поддерживайте. Заранее всем большое-большое спасибо. Движемся дальше мы. Это у нас Васильевский спуск. И мы же с вами пойдем сейчас в парк Зарядье налево. Неспешная прогулка по центру столицы. Вот открывается нам вид на парк Зарядье. Вдалеке вы можете высотку видеть на набережной. Интересный факт, что Москва стала городом-миллионником в конце 19 века. В 1897 году родился миллионный ее житель. Представляете? Миллионный житель в 1897 год. Так, и как нам, да, вот здесь пойдем сейчас через светофор. Перейдем. Малые торговые ряды продолжаются. Улица Варварка. По ней тоже можно прогуляться до Китай-городской стены. О, кстати, мы сегодня тоже дойдем до Китай-городской стены. Покажу вам ее. И если бы я пошел сейчас прямо по Варварке до конца, то как раз таки дошел бы до Солянки. И чуть выше мы там с вами уже гуляли. Это, наверное, самый мой первый стрим в Москве был. Прикреплю ссылку, поэтому посмотрите, кто не видел. Это после Сербии реально был мой первый стрим в Москве. Зимний стрим, зимой гулял. Ждем светофор и переходим
и продолжаем наслаждаться прогулкой. Сегодня прям замечательная погода, солнышко светит, по-летнему свежо, тепло. Давайте еще раз вид позади меня. Спасская башня, храм. Торговые ряды. Березки высажены. Красивая площадь. Про историю этой площади и парка Зарядье тоже расскажу. Всему свое время. Сейчас перейдем на ту сторону и пойдем. Какой длинный светофор-то. А, все. Только сказал и переключился. Здесь тоже своего рода такой мини-мини-парк. Много деревьев. Красиво сделали. Надо вот взобраться наверх. И вид тоже открывается шикарный на храм Василия Блаженного и Спасскую башню. Впереди такая как бы березовая роща. Небольшая. Гостиный двор. Здание гостиного двора. И вот эта улица Варварка, вот машины едут по ней. Она еще упоминалась в 15 веке, а получила свое название от церкви, к которой я иду. Вот она перед нами. Церковь великомученицы Варвары. Именно это здание было построено в 18 веке. До него стояла здесь старая деревянная церковь 15 века. В 1812 году французы ее использовали под конюшню. Потом она пострадала от пожара. И по факту все, вот она, территория парка Зарядье. Сирень, березы, места для поцелуев, можно сказать, да, скамеечки. Вот такая рощица зеленая. С точки зрения архитектуры, ландшафтного парка такого, здесь все сделано хорошо. Я уж не такой прям специалист, но сами можете видеть. Красиво. И перед нами вот белое здание, это старый английский двор. Это, наверное, даже не наверное, а точно одно из самых старых зданий Москвы. Его построили еще в 15 веке. А строили его для богатого купца Ивана Бобрищева. Он торговал с Византией, с Европой, с Западом. Здесь также он хранил свои товары. В 1556 году дом передали британской московской компании. Ну, отсюда произошло название Старый английский двор. Давайте сейчас с центрального фасада покажу вам его. Табличка, видите, нам тоже подсказывает. Палаты 16-18 век. Красивая постройка. Очень красивая. Вот так она входит весь, как раз вся входит в кадр. Можете сами посмотреть все. Здесь, по-моему, тоже экскурсии можно, ну, экскурсии проводят. Да, вот смотрите, старый английский двор. Часы работы: понедельник, санитарный день, вторник, воскресенье с 10 до 20. Касса закрывается в 18:45. Это так, мало ли кому вдруг понадобится. Так, это у нас колокольня Знаменского монастыря, а это церковь Максима Блаженного. Здесь такой своего рода ряд, видите? Слева направо пошел. Можно прямо идти и рассказывать. Еще раз вам вид на колокольню.
Ребят, это у нас Знаменский собор, а за ним, вот с той стороны, давайте сейчас дойду, покажу. Там Знаменская церковь. В красном цвете собор и в белом цвете вот верхний храм закрыт, нижний храм открыт. И дальше должны быть палаты. Давай сейчас пройду. И вот здесь, вот за этим красным забором, палаты бояр Романовых. Знаю, что многим не нравится парк Зарядье. Неоднократно слышал. Ну, мне вот эта страна, она такая еще как бы голая, видите. Наверное, надо время дать деревьям, чтобы они выросли, подросли. Так, вот здесь палаты бояр Романовых. Вот так они выглядят. А это уже Георгиевская церковь. Давайте взберусь сейчас наверх, покажу вам вид сверху. И пойдем до Китайгородской стены. С верхушки, вон там мужик какой-то стоит. С верхушки будет интересный вид. А Китайгородская стена у нас с той стороны. Сверху, думаю, сейчас вам понравится вид еще больше. Березы. Такая площадка. Можно посидеть, отдохнуть в тенечке. Вот этому делу надо еще затвести, расцвести, вырасти выше, чтобы было. И такой будет хороший парк. Нужно просто время еще. Ну, мне так кажется. Потому что я вижу, что березки молодые. Вот такой вид открывается, посмотрите. Уже красиво. А это мы еще не поднялись на самый верх.
Давайте немного прогуляемся по парку. Березовая роща, елочки. Сейчас уйдем налево, спустимся, а там водоем есть небольшой. Вот сюда спуск, и там находятся концертные площадки, кафешки, туалеты, в общем, музей своего рода тоже есть там. И пойдем сейчас налево, в сторону Москва-реки. Так, где-то колокол звонит. Наверное, с храма Христа Спасителя. Он как раз таки вот в той стороне. Неужели оттуда слышно здесь все? И надо спуститься. Да, пойдемте, вот здесь кафешка есть, можно покушать. В общем, можно прийти здесь полдня отдохнуть просто. Погулять вокруг, все рассмотреть, поесть и двигаться дальше. Да, вот он водоем такой искусственный. Прудики маленькие. Мостик. Площадка для детей игровая. Можно на гамаке полежать. Смотрю, есть рыба. Нет, рыб нету. Своего рода такая экотропа. Где они таких булыжников набрали. Больших. Еще один мостик. Кувшинки, что ли, плавают? Да, точно. Кувшинки. Сюда бы, конечно, рыбок еще запустить. Вообще было бы красота. Объединить их и пустить рыб. Ребят, передо мной Китайгородская стена. Это концертный зал Зарядье. Максимально снял для вас панорамный вид с высоты, наверное, с самой высокой точки парка Зарядье на этом холмике. И сейчас прогуляемся по Китайгородской стене. Надеюсь, что будет открыто. Вообще на нее доступ свободный. Так, вход с той стороны. Вход бесплатный, как я и сказал. Вопрос, во сколько открывается все это дело. Там стоят пушки, рассказывается история. Знаю, что мало кто сюда ходит. Зря. Придите хоть раз сюда, прогуляйтесь по ней, послушайте историю, посмотрите на, говорю, на старые пушки, взгляните из бойниц на ту сторону дороги. В общем, как все дело выглядит. Надеюсь, у нас сейчас это тоже получится сделать с вами. Вообще, до 2006 года, как вы знаете, на месте парка Зарядье стояла гостиница «Россия», которую снесли. Так, пока вы смотрите фотографии, я смотрю, могу ли я пробраться на эту Китайгородскую стену. По-моему, все закрыто. Здравствуйте, я не попаду, да, туда? Не попаду туда? Вообще все не работает? Ремонт. А, ремонт, понятно. Не попаду, ребят, я туда сегодня не покажу вам. Но сниму как-нибудь, приеду сюда, сниму прогулочку небольшую и выложу в телеграм-канал. Поэтому, кто не подписан на телеграм-канал, есть ссылка в описании. Переходите, подписывайтесь, я туда отправляю, выставляю там фотографии, видео, которые не попали в тот или иной ролик. Все, ссылка в описании. Давайте покажу вам тогда вот эту церковь и будем подниматься на парящий мост.
Парящий мост тоже. Вид открывается с него красивый, поэтому взберемся. Вот это церковь зачатия праведной Анны. Здесь и табличка имеется. Памятник архитектуры, церковь зачатия Анны. Начало 16 века. Пределы Игульвища. Так, какой век? 17 век. Вход вот здесь. И давайте сейчас сберемся на парящий мост. Вот он. Храм открыт. Так что, кому интересно, приходите. Есть здесь вот такая табличка. На китайском, на русском, на английском. В 20-х годах, сами знаете, все церкви закрывались, использовались потом не по назначению. В каких-то были столовые, не знаю, склады, какие-то кружки, там дома культуры открывались. А уже в 1960 году ее опять передали церкви, и она используется по назначению. И перед нами открывается вид на парящий мост. Концертный зал у меня с правой стороны. Позади осталась Китайгородская стена. Все, я на парящем мосту. Идем до конца сейчас. Ух, как тут печет-то вот от этого стекла еще. Реально очень жарко. Время у меня показывает 9:40. Людей еще мало. В основном это вот самая большая, наверное, вот та толпа туристов китайских. Они вроде как еще на этом, на Красной площади фотографировались. По-моему, это они. Но китайцев много. Раньше было больше, но сейчас тоже их много. Давайте, вид вам. Вот то же самое, наверное, красивая высотка. Высотка на Котельнической набережной. Наслаждайтесь красотой. Я сейчас дойду до центра. До центра моста. И покажу вам вид с другой стороны еще. Редко когда увидишь вот этот мост пустой. Никого нет. Практически никого нет, можно сказать, вообще. И давайте с другой стороны покажу вам. Мы с вами пришли, начали маршрут оттуда, вокруг прошли через Красную площадь, забрались на холм, вошли вокруг, церковь Святой Анны и сюда вернулись. Москва-Сити видно отсюда. Вот такая у нас сегодня прогулка получилась. Надеюсь, вам понравилось все. Огромное спасибо, что гуляли сегодня со мной. Спасибо, что смотрите, пишите комментарии. Отдельное спасибо всем, кто поддерживает канал финансово. Все, ребят, всем пока.